А, это ты. Приветствую тебя, заблудшая душа. Погодка нынче дрянная. Ты это тоже чувствуешь? Болото дышит. Ну, ты заходи, не стой у порога. Знаешь ли, в такой ливень на улице долго не живут. Не хочешь переждать непогоду за историю? Тебе это обойдется недорого. Да и будем честны, идти сейчас все равно некуда. Слушай и не перебивай. Некоторые имена не любят, когда их по много раз называют. Мы же зовем его Толкачом. Дело номер 27-Б. Обозначение «Палач». Статус. Активен. Периодические появления. Уровень угрозы максимальный. Настоящее имя, даже если оно у него и было, нам все равно неизвестно. Впервые мы его заметили на болотах еще во времена мистера Шея. Тогда многие из нас подумали, что это очередной сумасшедший. Ну, знаешь, здесь таких хватает. Ну вот что я тебе скажу. Сумасшедшие в Луизиане долго не живут. А он же до сих пор. И к твоему счастью, мое хобби как раз таки собирать информацию о подобных психах. Первые 3 тела мы обнаружили в районе рыбного хозяйства. Они так лежали рядышком друг за другом. Характер ран весьма странный. Они были порубаны на куски. Знаешь, что я тебе скажу? Ни одна местная тварь так сделать не может. В том числе и другие охотники. Тогда-то я и понял, что дело нечистое, и разослал своих гонцов по всей долине. Они посетили каждый бар, каждый бордель и салон в радиусе нескольких километров. Мы даже к индейцам пошли. И вот те крохи информации, которые мне удалось добыть. Практически все из них описывают фигуру широкую, тяжелую, но не мускулами, а самой массой своего существования. Он не кажется быстрым. Напротив, его движения медленны и почти ленивы. Но все же расстояние между ним и жертвой исчезает, как бы она ни пыталась спастись. Он носит большой балахон, но это не одежда в привычном смысле, а тяжелая оболочка, пропитанная влагой, временем и еще чем-то, что уже утратило название. Ткань на нем свисает плотными складками и не развивается, словно не подчиняется ветру. Она не изнашивается, а лишь темнеет, словно впитывая в себя каждую встречу и каждую судьбу. На его голове мешок палача. Старый, пропитанный кровью и потом. Но куда страшнее его глаза. Он не смотрит на тебя. Он не смотрит сквозь тебя. Он смотрит вовнутрь. Как будто бы решает, а достоин ли ты сегодня умереть или нет. В руках он носит большой топор. За спиной еще один. Некоторые очевидцы утверждают, что где-то припрятана еще парочка метателей. Огнестрельное оружие отсутствует как таковое.
Вот что я тебе скажу. Ему не нужна награда, ему не нужно признание, ему нужно лишь одно. Твоя и моя кровь. Я знаю, о чем ты подумал. Он всего лишь псих с топором, а у нас у каждого есть по огнестрельному оружию. Что он может нам сделать? Вот я тебе расскажу. Нам удалось загнать его в ловушку. 3 человека внутри здания, 5 снаружи. Ловушки по периметру. Наш капкан захлопнулся. Что могло пойти не так? Выжило только 2 человека. Мы сожгли его труп и прах развеяли по. Сам понимаешь, здесь так положено. Но буквально спустя неделю стали поступать тревожные новости. Фиксирует разрозненные случаи насильственной смерти охотников и наемников в разных районах болот. Характерные признаки. Все тела рассечены или обезглавлены. Следы борьбы минимальные. Огнестрельные ранения на жертвах отсутствуют. Смотри сюда. Смотри. Его убивали, его резали, его взрывали на темном динамите. И каждый раз, спустя неделю он возвращается. 19 марта 1895 год. Подорвался на капкане с зарядом. Тело уничтожено. 23 марта 1895 год. Убит выстрелом из дробовика в упор. Тело сожжено. 7 апреля 1895 год. Убит. Способ не зафиксирован. Даже наш самурай его катаной зарубил, ему хоть бы что. Ничего страшного. Охота еще не началась. Нам с ними нечего видеть. Дело остается открытым. Все сообщения о новых жертвах подлежат немедленной регистрации. Все заявления об уничтожении фиксировать, но не считать окончательной ликвидацией. При обнаружении устойчивого и воспроизводимого способа ликвидировать без промедления. Ну вот и все. На этом моя история закончена. И знаешь, тебе пора идти. У меня колено ноет. А значит, скоро появится хламок. Подготовься к пути.